Добрый день добрым людям! Сегодня продолжаю делать заготовки на зиму. Будем сегодня готовить томаты в собственном соку. Для этого я приготовила, заранее простерилизовала баночки, намыла помидорки и заранее подготовила томатный сок. Как подготовить томатный сок с мякотью, я подробно приводила в рецепте приготовления грузинского соуса. Вы там можете его найти, а ссылку я оставлю в описании. Вот это была моя подготовительная работа, которую я сделала заранее. Еще мне понадобится соль и сахар для приготовления томатного сока. И я почистила 2 зубчика чеснока. Все, вот эти 2 зубчика чеснока я пропущу через пресс в томатный сок, чтобы немножечко был такой пикантный, остренький вкус. Я очень люблю чеснок, и поэтому я его добавлю. Вот такая работа сегодня предстоит. Давайте приступим. В каждую банку я нарежу помидорки пополам и уложу срезами вниз. А параллельно у меня закипает кипяток, которым я залью уложенные помидорки в банки и оставлю до полного остывания. А уже вторым этапом я солью вот этот кипяток, вот эту водичку, которая потом в процессе остынет, зато она позволит простерилизовать наши помидорки. И потом залью томатным соком и закатаю. Укладываю помидорки в баночки. Вот эту часть я отрезаю таким вот образом. Помидорку пополам и срезом вниз укладываю в банку. Вот таким вот образом. Вот мои баночки уже уложены половинками, срезами вниз. Так красиво и удобно. У меня вскипела вода. Заливаю аккуратно баночки кипятком, накрываю крышками и оставляю до полного остывания, думаю, минут на 40. Параллельно я буду готовить томатный сок, которым впоследствии залью подготовленные помидорки. Вот и все. Все у меня готово. Следующий этап. В томатный сок, вот он у меня такого оранжевого цвета получился, потому что помидорки у меня были красные и оранжевые. Тоже очень красивый цвет. А оранжевые помидорки очень сладкие и очень вкусные. И сюда я добавляю 4,5 ложки сахара, 2 ложки и еще четверть столовой ложки соли. Вот она, соль у меня с этой стороны. И 2 зубчика чеснока, пропущенные через чесночницу. И все это поставлю на огонь и проварю в течение 5-7 минут. Поскольку мой томатный сок уже практически готов. Томаты запекались в духовке. Все готово. Теперь, перед тем, как закатывать помидорки, я должна в каждую баночку влить по неполной десертной ложечке уксуса. Помидорки сами по себе, они довольно кислые, достаточно содержат кислоты. Вот неполная десертная ложка уксуса у меня. И теперь каждую банку я залью проваренным томатным соком. Вот, снимаю с плиты. Посмотрите, какой он у меня горячий. Стал намного темнее, чем был до уваривания. И теперь заливаем соком каждую баночку. Уксус положили, сок уварили.
заливаю каждую баночку и укрою пледом, чтобы еще продолжилась стерилизация. Вот и все. Баночки я закатала, плотно укупорила и вот такой крышкой, и вот такой крышкой. Это не важно. Помидорки в собственном соку готовы. Они должны постоять недельку для того, чтобы сами помидорки просолились, промариновались, напитались томатным соком, и можно угощаться. Приятного аппетита! Не забудьте нажать на колокольчик и напишите, пожалуйста, комментарий. И если вы хотя бы раз улыбнулись, просматривая мое видео, подпишитесь на мой канал и обязательно расскажите вашим друзьям. Мне будет приятно вместе с вами готовить вкусные, полезные блюда.